Весной 1942 года в оккупированный фашистами Таллин приезжает профессиональный разведчик Абвера Георг фон Шлоссер. Его задание – создать прямой канал связи для продвижения стратегической дезинформации в советскую ставку. Чтобы выяснить задание Шлоссера, в Таллин под видом немецкого офицера направляется советский разведчик Сергей Скорин. Шлоссер и Пауль Кригер, под этим именем Скорин действует в Таллине, знакомятся. Чтобы форсировать выполнение своего задания, Скорин идет на вариант Омега, провоцирует свой арест. Арестовав Скорина, Шлоссер поселяет его в специально подготовленном для этой цели особняке, чтобы советская разведка не подозревала о провале и продолжала полностью доверять поступающим шифровкам Скорина. Скорин делает вид, что соглашается продолжать радиосвязь с Москвой, но передает условный сигнал о том, что находится под арестом. Однако Шлоссер, предвидя такой ход, использовал новый для того времени прием. Он не передал шифровку в эфир, а записал ее на магнитофон и вырезал из пленки условный сигнал. Таким образом, в Москве не узнали об аресте Скорина. Ларин Михаил Петрович, пора обзавестись агентурой, капитан. Здесь все его данные. Наш курсант, но ищет связь с подпольем. О, вербуйте, вербуйте. Через него можете получить интересные данные о разведшколе. Москва будет довольна. Где пропадали, господин капитан? Медицинское переосвидетельствование. Когда возвращаетесь на фронт? Заштопали небрежно, приказали явиться через 3 недели. Ну, поздравляю, господин капитан. Лучше скучать в тылу, чем веселиться на передовой. Да, веселого там мало. Капитан. Рад встрече, Карл. Давно не виделись. Прошу. Мой друг, вы помните, как мы с вами впервые встретились? В парфюмерном магазине? Раньше. У церкви? Угу. Да. Тихая улочка в старом городе. Дом красотки-цветочницы. Старик, шаркающий калошами в обвислой шляпе. Вы прекрасно видели, как он зашел в церковь. А вот когда я выходил из церкви, вы были чересчур взвинчены, чтобы заметить такую деталь, как чистые ботинки при забрызганных грязью брюках. Должен сознаться, Карл, я тоже чуть-чуть нервничал. А что, если я сейчас уважаемый капитан Кригер? Когда я был в гостях у штурмбанфюрера Магеля, он неоднократно задавал мне один и тот же вопрос. Кто помог спасти цветочницу? И еще его интересовал взрыв, при котором погибли 2 ваших друга. Упустив меня, вы поставили штурмбанфюрера в тяжелое положение. Он провалил операцию и все еще ищет виновного. Но я не назвал вашего имени, естественно, Карл. И не назову. Зачем?
Вы встретили меня по-дружески. У нас есть пословица: долг платежом красен. Останемся друзьями. Не дай бог, если со мной что-нибудь случится. Вы знаете человека по имени Вальтер. Маленький такой человечек в темных очках. С аптечкой ходит. У него универсальные кресла. Будьте здоровы, желаю удачи. Всего хорошего, капитан. Сейчас, простите, дела. До свидания, Карл. Слушаю. Господин капитан. Странно, кому это я понадобился? Алло? Курсант получил увольнительную до вечера. Через 20 минут он зайдет в известный вам магазин. Благодарю вас, вы очень любезны. Господин капитан, не понадобится ли вам моя машина? Вы очень догадливый, милейший. Ефрейтор! Слушаюсь, господин капитан. Садитесь в машину. Господин капитан, куда вы меня везете? Надо поговорить, лейтенант. Спокойно, Ларин. Сначала думайте, потом действуйте. Что вам надо? Мне нужны данные о разведшколе. Где вы учитесь? А кто вы такой? Ваш соотечественник. В гестапо нужны сведения о немецкой разведшколе? Нет, но... Ах, Михаил Петрович. Михаил Петрович. Советский офицер. И вдруг учится в немецкой разведшколе. Молчишь? Думай, думай. Михаил Петрович Ларин. Можешь не отвечать. Отвезу тебя назад. Но учти, человеку в твоем положении такой шанс предоставляется однажды. Что вы хотите знать? Я хочу знать все о вашей разведшколе. Расположение, количество курсантов, преподавательский состав. Я мало знаю. Школа расположена на мызе Каилаюа на берегу моря. Так, Начальник – обер-лейтенант Грант. так. Количество курсантов около 120 человек. Изучаем топографию, стрельбу, методы сбора сведений, подрывное дело, сигнализацию. Как часто производится заброска в советский тыл? Раньше забрасывали довольно часто, но неожиданно срок обучения продлили. Прошли слухи, что начальство недовольно результатами нашей работы. Есть ребята, которые только и ждут, чтобы вернуться к своим. Вот один парень по фамилии... Ну, что же вы замолчали? Что за люди? При каких обстоятельствах попали к фашистам? Я
Я имен их не знаю. Слышал, что есть такие. Если надо, то поинтересуюсь. Хорошо, Ларин. Встречу не назначаю, найду вас сам. Я имен их не знаю. Слышал, что есть такие. Если надо, то поинтересуюсь. Хорошо, Ларин. Встречу не назначаю, найду вас сам. Составляйте донесение в центр. Просите разрешения на агентурный контакт с Ларином. Он может быть вам полезен. Вы что, ударили Ларина, когда он хотел назвать фамилии? Курсант может быть моим человеком? Конечно. Вы мыслите как дилетант. Зачем мне подсовывать вам своего агента? Чтобы дать вам дезинформацию по школе, какой в этом смысл? Ее у вас легко перепроверят. Я действительно заинтересован в том, чтобы вы имели приличную агентуру и пользовались у центра доверием. Возможно, майор, возможно. Но только через меня вы не будете получать сведения о настроении ваших курсантов. Я мог подставить Ларину своего человека и знать все. Вы все можете. Ларин доверчив. Вы можете получить от него любые сведения любым путем, но только не через меня, майор. Я своих соотечественников выдавать не буду. Мы договорились раз и навсегда. Вы меня кровью не свяжете. Этот номер не пройдет. Я согласился на радиоигру и только. Вы получили вчера шифровку из центра? Да, центр одобряет ваше знакомство с фрау Фишбах и то, что вы поселились у нее. Что мне делать дальше? Закреплять доверие центра. Ваши источники информации должны становиться все интереснее и интересней. Барон, как вы думаете, фройлен спит? Я хотел к ней заглянуть ненадолго. Это удобно? Спокойной ночи. Какого черта вам не спится? Простите. Вы любите глинтвейн? Сейчас я приготовлю.
Вы боитесь смерти? Смерти не боятся только дети, они не понимают, что это такое. А впрочем, теперь и они понимают. Хотите, я расскажу вам историю про маленького человечка в белом халате. Живет в городе Таллине маленький человечек в белом халате. Он носит темные очки, очень белый халат и белый саквояж. Он очень любит белый цвет. Знаете, вот во всех нас течет кровь. На белом кровь очень видна. На белом кровь алая. Сорок 15. Игра? Извините, фрегатный капитан. 6-0, 6-1. Полный разгром. Да. Фу. И за 27 минут. Такая быстрота, я сказал бы, не в вашем стиле. Опять торопите? Хотите иметь качество, имейте терпение. Да, но в пределах разумного, барон. Мне известно ваше высокое мнение о разведке русских, но надо учитывать... Послушайте, Целариус, вы знаете характер готовящейся дезинформации. Ведь операцию готовили не из-за пустяка, который легко протолкнуть русским через обычную агентуру. Конечно, конечно, барон. И не надо со мной разговаривать официально. Никто же не принижает важность вашего задания, но если операцией занимается лично адмирал, то он не ограничился только этим каналом. Надо думать, что наши коллеги где-нибудь в Турции, в Иране или в Ватикане не теряют времени даром. И мы можем просто опоздать на поезд. Если речь идет о сведениях первостепенной важности, как русский разведчик может их получить в офицерском казино, через несолидную агентуру? Что вы предлагаете? Мне нужен офицер генерального штаба. Как? Офицер, полковник. Все должно быть солидно. Знакомство Кригера с полковником генерального штаба. Запрос в Москву. Разрешение Москвы на контакт с этим полковником. Москва должна знать точно, от кого получит материал. Только тогда ему поверят. Да, такой вопрос по телефону не решишь. Мне придется лететь в Берлин. И немедленно. Если, конечно, мы торопимся. Вера Ивановна, готов? Да. Рапорт о развитии операции «Омега». Первое. После того, как Сергей приступил к операции «Омега», от него получены 2 шифровки. Сигнал о работе под контролем у них отсутствует. Следовательно, Сергей работает на свободе. Второе. Сергей привлек к сотрудничеству курсанта разведшколы Ларина. Проверка последнего произведена, справка прилагается.
Наводка на Ларина была получена Сергеем в разговоре со Шлоссером. Абзац. Анализ вышеизложенного приводит к следующему выводу. Шлоссер понял, что капитан Кригер является советским разведчиком, к аресту не прибегнул и принимает меры к тому, чтобы у Сергея были источники информации. Намерения Шлоссера пока не ясны. Можно предположить следующие варианты. Здравствуй, Карл. Прошу. Что будешь пить? Ничего. Прекрасно. Как жизнь? Служба. Что-то гестапо крутится вокруг капитана. Пускай. Главное, чтобы он не вступал в контакт с посторонними. Я не могу понять, капитан. Мой друг, а кто в этой жизни что-нибудь может понять? Мы сидим в прекрасном заведении, пьем приличное пиво, рядом не стреляют, остальное... Кстати, когда я гостил у твоего шефа, я в стенах вашего учреждения не заметил буфета. Его и нет, капитан. А где же вы обедаете? Около нас. У церкви Оливиста есть хорошая закусочная. А, да, я заметил. В 13 часов ваше учреждение пустеет. В 12:45, капитан. Возможно. Да, кстати, тебя очень скоро начнут расспрашивать, о чем мы с тобой беседуем. Ни о чем. Верно. Но тебе могут не поверить. Я по-прежнему разыскиваю Грету Таар. Ты по-прежнему помогаешь мне в этом деле. А чтобы этот факт не вызвал сомнений у штурмбанфюрера, мы сейчас с тобой отправляемся в городскую управу. Мне приятнее находиться под твоей охраной, чем под наблюдением этих долговязых летчиков. Карл, ваш мундир и опыт производят неизгладимое впечатление на женщин. Пойдите, узнайте, нет ли для меня новостей. Ничего, капитан. Девица как в воду канула. О, где ты, всемогущество гестапо? Опять дождь. До свидания, дорогой Кригер. До встречи, лейтенант. Я слышал, что вы с этим русским большие друзья? Нет. Вас неправильно... Правильно. Мой мальчик. Надо дружить. Господин барон перестал нас информировать.
В этом деле мы должны иметь свои глаза и уши. Вот для начала займись вот этим. Узнай, что нужно Абверу от этого парня. Устала, девочка? А где хозяин? Вы хозяин. Вот, все документы. У кого и на какой срок вы сняли дом. А мне надо возвращаться в отряд. Мне нельзя оставаться в городе. Не уходите. Я не переношу одиночество. Дядя Петр придет через несколько минут. Я боюсь. Хорошо. Я пока разогрею чайник. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дядя Петр. Здравствуй, дочка. Проходите. Прошу. Вы... Ага. Какие новости? Дядя Петр, товарищ прибыл из центра. Август велел передать, чтобы вы ему помогали. Здравствуйте. Я не привык полагаться на пароли. Надежнее все-таки, когда тебя знакомят вот так, как в мирное время. Иди, девочка, я уже не боюсь. Ах, вот вы какой. Я пошла. Будь здорова. До свидания. Привет, Августу. Спасибо, Эвелина. Какими девчатами приходится рисковать? Такие дела, Петр. Простите, как ваше отчество? Дядя Петр. Дядя Петр. Нужен надежный человек, работающий в фотоателье. Ну, желательно в центре города. Есть такое. И в центре города. Хозяин наш человек. Прямо чудо какое-то. Нет здесь никакого чуда. Я в Таллине родился. Это было давно. Я знаю людей, люди знают меня. Они уже насмотрелись, что такое новый порядок. Спасибо, дядя Петр. Теперь главное. Нужно найти человека, который приходил к вам за рацией. Завтра в 12:45 он пройдет мимо закусочной у церкви Оливиста. Сталинград взят, капитан. Да? Ну, так считает ваш доктор Геббельс. А Левитан утром говорил, идут уличные бои. От этого картина не меняется. Ну, меняется, не меняется, покажет будущее. Да. Долго-долго продлится эта война. Человечеству дорого будет стоить ваш фашизм.
И все-таки ваши армии будут разбиты. Мы возьмем Берлин. Погибнут миллионы, но будет суд. Такие, как вы, барон, отойдут в сторону. Произнесут традиционные слова. А при чем тут я? Я солдат, я выполнял приказы. Пора на прогулку, капитан. Лота, вам скучно со мной? Пригласите барона составить нам компанию. Ну что же, не откажусь. Красивый город Таллин. Не правда ли? Вы знаете его историю? Нет, расскажите. Этот город появился на картах мира, если мне не изменяет память, в 12 столетии. Назывался он Каливан. А спустя 100 лет к нему причалили суда, на борту которых находились датские воины. Шла летняя страда, защитники Каливана не успели вовремя собрать дружину, и город пал. Захватчики дали порабощенному городу новое название – Ревал. Но эстонцы не приняли его. Они стали именовать город Таанилин. Таллин. Датский город, подчеркивая тем самым, что город захвачен чужеземцами. Где они теперь, эти датчане? Перед вами церковь Оливисты, воздвигнута в 13 веке. Настоящий вид приобрела позднее. Вальтер, ты узнаешь меня? Сними очки. Сними очки. В чем дело? Понять не могу, господин майор. Господин капитан ошибается. Очаровательно. Вы понимаете, барон, как мне не хотелось их оставлять. Эта поездка в Таллин была так неожиданна. Я специалист по Японии, кабинетный червь. Фрегатен-капитан был так любезен, что взял меня под свое покровительство. Не поверите, но я летел впервые. Незабываемое впечатление. Целариус? К вашим услугам, штурмбанфюрер. Ничего не случилось? Что? Ах, это... Да, барон говорил мне. Ну, вся история сущие пустяки, дорогой Магель. Стоит ли из-за одной оплеухи устраивать скандал? Скоро вы получите компенсацию. Господин штурмбанфюрер, я всегда отвечаю за свои слова. Конечно, в чем-то он прав. Честь мундира. Но ведь он был в штатском. Мы забываем о нашем госте. Извините, полковник. У вас работа. Не смею вам мешать. Таллин – приятный город. Конечно, конечно. Отдохните, полковник. Я забронирую вам прекрасный номер в гостинице. Ну, зачем гостиницу? Я знаю в Таллине удобный особняк. Прислуга, домашние обеды и очаровательная хозяйка. Вот, превосходно. Я буду вам очень обязан. Признаться, я не люблю гостиниц.
Да поверьте, наконец, капитан, что Рейдлих настоящий полковник Генштаба. Специалист по Востоку. По Востоку? Рейдлих доктор наук. В Москве его знают. В Гестапо известно, что он не симпатизирует фюреру. Он много знает. Это находка для вас. Которую подсунул мне Абвер. Ну? Господа, прошу к столу. Прошу извинить меня, господа. Служба. Надеюсь, полковник, вам здесь понравится. Я полон благодарности. Барон, все очаровательно. Как жаль, что вам надо идти. Завтра утром я пришлю вам свою машину. Можете распоряжаться ей, как вам угодно. Премного благодарен. Господа, простите меня, я оставлю вас на секунду. Нажмете кнопку только тогда, когда начнется серьезный разговор. Хорошо, барон. Я это сделаю. Какой стол! Восхитительно. Простите. Прошу. Благодарю вас. Что вы будете пить? Ухаживайте за гостем, Пауль. Водка, коньяк. Ну, пожалуй, начнем с водки, дорогой Пауль. Можно мне вас так называть? Почту за честь, господин полковник. Зачем же так официально? Ваше здоровье, прелестная Лотта. Все по сценарию? В казино. Все очень славно. Очень славно. Полковник, я хочу выпить за вас. Благодарю. За ваши успехи, господин. Благодарю. Какие там успехи, дорогой Пауль. Если вы только знали, как мне надоели эти японцы. Хитрые азиаты, от которых невозможно получить ни да, ни нет. Я давно не чувствовал себя так спокойно, словно нет войны. А война есть. Фрау Фишбах, прошу вас. Это такая приятная музыка. Опять эта машина сломалась. Очень жаль. Да, война. К сожалению, она развивается не так, как хотелось бы. Наше успешное наступление на юге. Перестаньте, Пауль. Мы не на приеме у доктора Геббельса. Я убежден, и так считают многие военачальники в Берлине, что наш вытянутый к Волге палец может оказаться отрубленным. Да. Фюрер собирается сместить начальника генштаба Гальдера. Кажется, его пост займет Цейцлер. Но фюрер не бог, дорогой Пауль. Он не может из одного солдата сделать двух. Занятием Сталинграда, сказал далее в своем выступлении фюрер, этот заслон будет углублен и усилен. И вы можете быть уверены, что никто не сдвинет нас с этого места. Пропаганда противника утверждает, что мы сейчас делаем ошибку, занимая Сталинград. Время покажет, ошибка ли это в стратегическом отношении. Либо он потрясающий болтун, либо блестящий актер. Вы о ком? О вашем полковнике Рейдлихе. А что подсказывает вам интуиция? Вы хотите, чтобы я передал этот материал в Москву? Он много наболтал? Достаточно. По законам военного времени.
Ну что же, вам повезло. Готовьте шифровку. Центр будет доволен вами. Ох, барон. Барон, кажется, соблюдает условия игры. Вы получаете информацию, причем качественную. А как объяснить ваше поведение? Вы о Вальтере? Я хотел вам его показать. Вы должны знать в лицо человека, на искусство которого так рассчитывали. Вы хотите поссорить меня с гестапо? Лота, распорядите, чтобы нам сварили кофе. Палач, садист Вальтер и Георг фон Шлоссер, барон. Блестящий союз. Очаровательная девушка. Только наивность помогает ей жить рядом с застенками гестапо. Но фюрер не бог, дорогой Пауль. Он не может из одного солдата сделать двух. Надеюсь, полковник не пострадает от своей пьяной болтовни. Мы спровоцировали человека. Я лишь выполняю приказы, майор. Решает адмирал. Когда вы ждете ответа из Москвы? Через 2-3 дня. Торопитесь, барон. Да. Вам не кажется, что охрана русского недостаточно? Капитан никуда не денется, он человек последовательный. Регулярно дает сигнал о работе под контролем. Считает, что у него все в порядке. До встречи, Целариус. Желаю успеха. И все-таки, майор, выясните историю с этим уличным скандалом. Ведь как-то русский выследил Вальтера. Вы хотите о чем-то спросить меня? Спрашивайте. Вам нравится русский? Обаятельный человек, не правда ли? Да, очень. И тактичный. Обаятельный, тактичный. Ну, а здесь не бывает? Я не оправдала ваших надежд. Продолжайте. Почему вы скрыли от меня, что капитан выслеживал Вальтера? Встреча не могла быть случайной. Вы недооцениваете капитана. Он оказался умнее нас. Рассказывая о городе, он изменил маршрут. Вы не знаете, что за человек штурмбанфюрер. Если он вас заподозрит... Встреча не могла быть случайной. Если не вы, то кто? Опять молчат. Неужели Москве не интересен такой агент, как Рейдлих? Чтоб все мечты мои сбылись в походах и боях, издалека мне улыбнись, моя любимая. В кармане маленьком моем есть карточка твоя. Так значит, мы всегда вдвоем, моя любимая. Так значит, мы всегда вдвоем, моя любимая.
Слушаю. Здравствуйте, Леночка. Симаков говорит. Слышали, наши отбили Мамаев курган. Ну, конечно, Николай Алексеевич. Здравствуйте. Большое вам спасибо. Я получила. Пустое, Леночка. Ну, как вы там? Как Олежка? Хорошо, здоров. Я вас очень прошу, Николай Алексеевич, у нас карточки. Я работаю. Сережа аттестат. Не надо. А привет от Сергея надо передать? Говорил с ним вчера. Ну, не по телефону, конечно. Велел целовать. Извиняется, что не пишет. У нас некоторая сложность с почтой. Ну, у нас как раз наоборот. С почтой все в порядке. Письма получаем регулярно. Как? Какие письма? Как все треугольнички. Ну что ж, мы хуже других, что ли? Вы ему ручку, что ли, послали? А то пишешь таким карандашом, ну ничего не разберешь. О, извините, Леночка, одну минутку. Вер, ты не забыла? Мне через час на работу. Олежка с тобой побудет. Забыла. Есть захочет, о себе напомнит. Извините, Леночка, я вам завтра позвоню. Хорошо. Сергею привет передайте. Ну да, конечно, обязательно передам. Да. Счастливо, Леночка. Привет. Это что такое? Ты почему не спишь? Ай-яй-яй. Тебе папа письма пишет, как взрослому, а ты не слушаешься. Папа письмо прислал. Письмо давай. Ты куда босиком? Ну-ка, Маш, в постель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Ну вот, слушай. Здравствуй, дорогой Олежка. Петрухин сообщает. Сергей передал через Петра записку, в которой сказано, что в определенный час, в определенном месте Сергей укажет гестаповца, которого следует по сигналу Сергея ликвидировать. Сигнал «Прогулка без трости». Ликвидировать? Петрухин готовит ликвидацию. Да дело не в гестаповце, а в том, зачем Скорину это понадобилось. И почему он, не согласовываясь с нами напрямую, восстановил связь с подпольем. Николай Алексеевич, а может, он все-таки арестован и работает под контролем? Нет, шифровки идут без точки. Вот последнее. Полковник Редлих представляет серьезный оперативный интерес, имеет доступ к стратегической информации. Редлих настроен явно антигитлеровски, но и прошу разрешения на его вербовку Сергей. Вот видите, Виктор Иванович, Скорин по-прежнему работает свободно. Точки нет? Опять Редлих. А почему, Николай Алексеевич, вы не дали добро на его вербовку? Его информация подтвердилась. Гальдер действительно смещен, на его место назначен Цейцлер. Видите ли, Виктор Иванович, мне кажется, Шлоссер явно подсовывает Скорину источники информации. Одно дело курсант с данными о разведшколе, а другое дело полковник генерального штаба, имеющий доступ к стратегической информации. Ну что ж, давайте посмотрим, кого Шлоссер подсунет Сергею, если мы не одобрим Редлиха. Внимание, внимание, дамы и господа, делайте ставки, большие ставки. Прошу, на что вы ставите? Пятерка красная. Очень хорошо. Предоставь мне самому право выбирать, какие мне ставить. Не жалейте денег, все равно они завтра вам будут не нужны. Делайте ставки, господа. Вы на что ставите? Так, дама ваша. Хорошо. Купите цветы, капитан. Ну, посмотрите, какие они свежие. Выбирайте на свой вкус, Лота. Прошу вас. Спасибо. Поздравляю вашу даму, прекрасный выигрыш. Делайте ставки, господа, дамы и господа, делайте. Айно, не забудьте мне оставить 3 чайных розы. Я выбрала, капитан.
какая прелесть. Да чего мне сентиментальный? Я обязан вас предупредить, господин майор, что в случае неудачи вас ждет не просто опала, как в 39-м. Вы не можете жаловаться. Засвеченная Абвер-команда, Ведерников, Зверев и, наконец, Редлих. Вам разрешили любые жертвы. Согласен, но пока Москва не разрешила вербовку Рейдлиха. Полковник Редлих, ваше предложение, господин майор. И если через неделю вы не будете готовы, полетите в Берлин. Радиограмма получена. В 23:00. Откровенный штабист вызывает подозрения. От вербовки пока воздержитесь. Работайте с курсантом, расширяйте связи в разведшколах. Отец. Где капитан? Капитан спит. Лота, идите к себе. Слушаюсь, господин майор. Свари кофе и пригласи капитана. Разбудить? Да. Ну что ж, пути Господни неисповедимы, барон. Почему Москва дала отказ? А вы бы поверили? Я? А почему нет? Рейдлих, полковник генштаба, следовательно, человек информированный, интеллигент. Следовательно, не приемлет фашизм. Именно. У Редлиха есть маленький недостаток. Какой? Он был слишком откровенен с малознакомым капитаном Кригером. Даже в Москве видно. Либо это провокатор, либо дезинформатор. Несем ясность, капитан. Слушайте. Ведь в случае провала мы оба не нужны. Вы любите наглядность? Меня выкинут из колоды и отправят в имение стрелять уток. А вас убьют в лучшем случае. В худшем отдадут Магелю. Вы это понимаете? Понимаю. Понимаю. Сколько у нас есть времени? Немного. Результат я должен сообщить утром, максимум днем. Так вот почему вы не даете мне спать. Если бы полковник Редлих был бы знаком с капитаном Кригером, такое же время, какое капитан Кригер знаком с майором Абвера Шлоссером, Москва реагировала бы иначе. Заменить Рейдлиха на Шлоссера.
В своем стремлении сохранить жизнь, капитан, вы становитесь изобретательным. Но это надо согласовать с Берлином. Зачем? Пусть Берлин считает, что Москва приняла кандидатуру Рейлиха к вербовке. Псевдоним «штабист» приобретает иное содержание. Возможно, но у нас нет времени. Уверен, у вас есть запасной час для передачи экстренных сообщений. Есть. В 6 часов утра. Есть и запасная волна. Москва меня примет, а ваши, извините, коллеги нет. Что мы можем сообщить Москве, чтобы она нам поверила? Барон Шлоссер много знает. Жертвовать, но чем или кем? Не знаю. Посадите себя на место моих начальников. Так, ну что же, надо сдать резидента в Москве. Возможно, надо будет забросить вашего Ларина с группой. Можно подумать. Да. Талантливый вы человек, барон. А служите грязным целям. Опять демагогия, капитан. Нельзя работать рядом с Магелем и оставаться человеком. Оценивается только результат. Ну-ну. Я вам когда-нибудь напомню этот разговор. От советского информбюро. В районе Сталинграда продолжались ожесточенные бои, часто переходящие в рукопашные схватки. Бойцы Энской части отбили 5 вражеских атак, сожгли 6 танков и уничтожили более роты немецкой пехоты. Из штаб-квартиры фюрера 17 октября. Главное командование вермахта сообщает: бои в районе Сталинграда продолжаются с неослабевающим ожесточением. Большевики оказывают упорное сопротивление в многочисленных укрепленных домах, которые в большинстве случаев уже разрушены до основания снарядами и бомбами. Петрухин сообщает, в особняке, где поселился Сергей, проживает 3 слуг и садовник. Особняк ежедневно посещает Шлоссер. Увидев Петрухина, Сергей на контакт не пошел, так как находится под наружным наблюдением. Сергей передал сигнал: «Внимание, опасность». Ваши выводы. Шлоссер снабжает Сергея правдивой информацией, но готов передать и дезинформацию. Сергей это чувствует и через Петрухина предупреждает нас. Сидите, сидите. Но почему он предупреждает нас через Петрухина, а не дает сигнал о работе под контролем? Наружное наблюдение – это еще не арест, Виктор Иванович. Возможно, это нужно Шлоссеру для прикрытия его связи с Сергеем. Не исключено. Проанализируйте ситуацию в целом. Так, является фактом, что Шлоссер на контакт пошел и дает возможность Сергею собирать правдивую информацию. Теперь он подставляет на вербовку себя. Из этого следует 2 варианта. Первый.
Шлоссер действует по заданию Канариса с целью передачи крупной дезинформации. Но это же несерьезно. Дорогой Николай Алексеевич, разведчиков такого калибра, обладающих столь секретными сведениями, на вербовку не подставляют. Есть другой поворот. Какой? Шлоссер действует на свой страх и риск, без согласования с Берлином. Вряд ли. Ведь для того, чтобы убедить нас в своей искренности, Шлоссер должен передать немало ценных сведений без ведома начальства. В случае провала операции его обвинят в измене, и он автоматически попадает в подвалы гестапо. Он что, авантюрист ваш Шлоссер? Что же нам остается? Второй вариант? Что Шлоссер действительно хочет сотрудничать с нами? Дорогой Николай Алексеевич, ну-ка, давайте все сначала. Является фактом, что Шлоссер на контакт пошел. 17-му от 24-го. 17-му от 24-го. 35 258. 81 827. 78 924. 73 481. 48 564. 61 933. 53. Вариант со штабистом крайне интересен. Считайте основным заданием связь в то же время. Отец. Готовьте к заброске Ларина с группой. Пора подумать, что мы можем сообщить Москве более интересное. Я устал. Пошел спать. Соедините меня с Берлином. 3:37. Полковника Роллидера. Добрый вечер, господин полковник. Говорит Шлоссер. Сообщите, пожалуйста, адмиралу, что к выполнению задания майор Шлоссер готов. Мой крестник чувствует себя нормально. Да, готов выполнить любое задание адмирала. До свидания. Я не могу работать с вами. Я вообще не хочу работать в разведке. Прости меня, Георг. Какая прелесть. Вы любите чайный розовод? Позвольте, я выберу сам.
Спасибо. Благодарю вас. Благодарю. Купите цветы, пожалуйста. Купите. Капитан взял 2 чайные и 1 красную. Спасибо, Айна. До свидания. Так. Начинается. Господин адмирал надеется, что все будет в порядке. Не волнуйтесь, полковник. Все будет хорошо. В Японии окончательно решен вопрос о нападении на Советский Союз, который ожидается в ближайшие недели. Сведения получены через штабиста, источник надежный. Если такая дезинформация пройдет, наша победа на юге обеспечена. И никакие жертвы не были напрасными. Да? Господин капитан, вас ждут? Сейчас иду. Скажите, шифровку будет передавать русский или ваш радист? Русский, конечно, русский передаст. Зачем рисковать? Да? А он не выкинет какой-нибудь номер? Ну, а если в Москве почувствуют чужую руку? Пауль Кригер. Господин полковник желает присутствовать. Будете передавать сами или радист, который изучил ваш почерк? 5 часов, барон. Сработаем впустую. Не волнуйтесь. Центр получит шифровку вовремя. Вам виднее. Окончательно решен вопрос о нападении на Советский Союз, которое ожидается в ближайшие недели. Сведения получены штабистом. Источник надежный. Сергей. Отлично. А теперь выжжите условные сигналы из магнитофонной ленты, склейте ее. И сегодня в 6:00 ваша шифровка пойдет в Москву без сигнала о работе под контролем. Действуйте, лейтенант.
Идет война. Разведка – мозг войны. Спасая тысячи, мы жертвуем единицами. Жестоко, но справедливо. Сигарету, пожалуйста. Вы профессионал и должны уметь проигрывать. Где он этот день? И на каком календаре, как пламя, он олеет? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Я через все смогу пройти, я все преодолею, лишь бы наступил он, этот самый долгожданный заревой. Победный день, где он этот день? Я до него готов ползти сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне бы дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на самом деле этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре, как пламя он олеет? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Я через все смогу пройти, я все преодолею, лишь бы наступил он, этот самый долгожданный заревой. Победный день.